В этом ролике готовлю 3 простых, но классных заготовки из ароматных яблок. Кристальное яблочное желе всего из 3 ингредиентов, насыщенное, согревающее пряное яблочное масло и острый закусочный конфитюр из яблок к сыру. Продолжайте смотреть, будет очень вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Герой сегодняшнего ролика – самый сезонный фрукт – ароматные яблоки. В них очень много пектина, и благодаря бережному и длительному приготовлению из них получаются совершенно потрясающие, густые, насыщенные заготовки. Это могут быть и сладкие джемы, варенье, повидло, а также разнообразные закусочные конфитюры к вину, к сыру. И, собственно, для этого ролика я специально собрала разные варианты на все случаи жизни. Готовить варенье, повидло и джемы удобно в низкой толстостенной широкой посуде, в которой хорошо идет выпаривание жидкости и при этом масса не пристает и не пригорает. Идеальный вариант – это медный таз. Посуда из меди имеет антибактериальные свойства, схожие с серебром. Она долговечна, обладает высокой теплопроводностью и сохраняет максимум питательных веществ. Варенье при этом не окисляется и не темнеет. К тому же такая посуда украшает кухню. Я всегда с особым благоговением рассматриваю кухни с медной посудой в фильмах, на страницах журналов, в блогах, в разнообразных книгах и давно хотела обзавестись вот таким вот медным помощником. У меня невероятно красивый таз из меди от компании Кольчугинский Мельхиор на 3 литра с декоративными ручками из латуни. В зависимости от того, какими объемами варите варенье вы, можно обзавестись тазом нужного объема. Я всегда готовлю не очень большими порциями, так что объем на 3 литра для меня очень удобен. В комплекте с тазом у меня идет лопатка из экологически чистой древесины кавказского дуба. Она обработана маслом грецкого ореха, чтобы лопатка служила долго. А для красоты на конце ручки есть фигурка из латуни. В комплект также входит книжечка с описанием продукта, другой посуды из серии и рекомендациями по уходу. Специально для моих зрителей компания Кольчугинский Мельхиор подготовила скидку в 20%. Ссылку и промокод для скидки я оставила в описании под видео. Заглядывайте! Кристальное невесомое яблочное желе. Идеально для утренних бутербродов с маслом на подрумяненном хлебе, булочек и сконов. И не только для них. Оно очень насыщенное по вкусу, а густым получается благодаря природному содержанию пектина в яблочках. Яблоки я беру разные, чтобы вкус желе был более объемным. Всего для такого желе нужно 3 ингредиента. Список я оставила в описании под роликом. Яблоки я вымыла и теперь грубо нарезаю. Кожуру и семенную коробочку я не удаляю. В них сосредоточена большая часть пектина, и его нам нужно добыть. Режу с кожурой тщательно вымытый лимон. Он придаст дополнительный вкус, и в нем тоже содержится пектин. Перекладываю яблоки и лимон в медный таз. Вливаю воду, чтобы та еле-еле покрыла яблоки. Отправляю таз на небольшой огонь. Смесь медленно дошла до кипения, слежу, чтобы яблоки не разбежались. В процессе варки они еще усядутся. Деликатно перемешиваю фрукты, чтобы они варились равномерно. Кислые яблоки начали распадаться практически сразу, сладкие свою форму сохраняют. Варю смесь с момента закипания в течение 25-30 минут. Теперь в глубокую миску я выкладываю 2 слоя чистого агроволокна, а сверху устанавливаю дуршлаг. Переваливаю яблочную массу и слегка придавливаю, чтобы получившийся сироп отошел. Слишком усердно протирать массу не нужно, нам нужен именно отвар, а не пюре. Убираю дуршлаг с крупными остатками, а агроволокно сворачиваю и подвешиваю, чтобы собрать отвар, как если бы я готовила творог. Жидкость будет прозрачная, но по ощущениям слегка вязкая и немного липковатая на ощупь. Это и есть пектин, который и сделает желе густым. Посмотрите, какая жидкость красивая. Переливаю отвар обратно в таз, нужно взвесить количество. На каждые 600 мл отвара нужно будет добавить 400 г сахара, то есть соотношение жидкости и сахара 3 к 2. Отправляю сироп на огонь, перемешиваю его силиконовым венчиком, чтобы сахар быстрее растворился. Параллельно с этим отправляю в морозилку пару блюдечек для проверки готовности желе. Когда сироп закипит, убавляю до минимума огонь. Дополнительно я устанавливаю термометр для контроля, но готовить можно и без него, проверяя готовность на блюдечках. Если термометр у вас есть, нужна будет финальная температура 105-106 градусов.
Мой сироп варился 30 минут. Чтобы проверить, достаточно ли он уварен, я капаю немного на ледяное блюдечко. Если он загустел и выглядит так, как на видео, можно разливать по стерильным банкам. При использовании стерильных банок и крышек после укупоривания хранить такое желе можно просто в шкафу или в кладовой, но вскрытую банку стоит хранить в холодильнике. Все стандартно, в общем-то, как и для любой консервации. Посмотрите, каким густым и прозрачным получается это желе. У него насыщенный яблочный кисло-сладкий вкус. Выход готового желе у меня 800 мл. Далее готовлю согревающее пряное яблочное масло. По своей сути это нечто среднее между пюре и повидлом. Оно очень гладкое и нежное по текстуре, а вкус очень насыщенный. Для этого рецепта я специально беру только яблоки кислого сорта, чтобы консистенция получилась максимально гладкой. Список всех ингредиентов я оставила в описании под видео. У яблок удаляю сердцевину и очищаю кожуру. Грубо рублю яблоки и отправляю кусочки в медный таз. Готовлю специи для ароматизации и придания настоящего осенне-зимнего настроения. Растираю бутон гвоздики. С ней в этом рецепте важно не переборщить. Натираю на терке мускатный орех. Всыпаю к яблокам коричневый сахар. Он придаст карамельные нотки вкусу. Добавляю корицу и соль. Всыпаю гвоздику и натертый мускатный орех. Вливаю яблочный сидр. Отправляю таз с яблоками на небольшой огонь и время от времени, помешивая деревянной лопаточкой, довожу смесь до кипения. Когда смесь закипит, убавляю огонь до минимума и готовлю, пока яблоки не будут распадаться. Время от времени я помешиваю смесь. Этот сорт готовится очень быстро, буквально 15-20 минут, и смесь стала совсем нежной и густой. Сейчас видно, что смесь очень густая и насыщенная, но к дну медного таза она не пристает и на дне ничего не пригорает. Перекладываю смесь в комбайн и измельчаю до максимальной гладкости. Смесь густая, так что время от времени помогаю комбайну, подталкивая массу. Можно также измельчить пюре и при помощи погружного блендера. Посмотрите, какая шикарная консистенция получается. Это похоже на карамель. Если необходимо, на этом этапе стоит добавить лимонный сок для баланса вкуса. У меня яблоки были достаточно кислые, так что дополнительно сок я не добавляю. Для заготовки впрок разложить яблочное масло по баночкам стоит в очень горячем виде. Можно догреть его перед раскладкой, либо стерилизовать в баночках. Банки и крышки должны быть стерильными. Готового пюре у меня получилось около 1 литра. Такое яблочное масло, или как мне нравится его называть, яблочная карамель, отлично подойдут для булочек, тостов, как добавка к блинам и оладьям. Это невероятно ароматно. Третий рецепт для настоящих гурманов, которым нравятся интересные конфитюры к сыру и сладкие соусы к самым разным блюдам. Этот конфитюр также отлично подойдет к шашлычкам из курицы или свинины. Список всех ингредиентов я оставила в описании под видео. Очищаю и грубо рублю сладкий перец, разные цвета для настроения. Острый перец режу целиком, с перепонками и семенами. Количество острого перца выбирайте на свой вкус. В моем варианте конфитюр будет острым, хорошенько дающим по рецепторам. Согревает невероятно. Отправляю сладкий и острый перец в кухонный комбайн и измельчаю массу. Мне нравится, что семена остаются целыми, так уже по виду понятно, что конфитюр острый, дерзкий. Перекладываю перец в таз. Удаляю сердцевину у яблок и очищаю их от кожуры. Сорта у меня тут разные, для более интересной текстуры и вкуса. Грубо нарезаю яблоки и измельчаю их в комбайне сразу после перца.
Яблочную массу перекладываю в таз к перцу. Всыпаю сахар. Вливаю яблочный уксус. Отправляю конфитюр на небольшой огонь. Время от времени помешиваю массу. Довожу смесь до кипения. Кстати, сейчас в сезон можно поставить натуральный яблочный уксус самостоятельно. Как это сделать, есть на моем сайте. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Когда смесь закипит, варю ее в течение 5-7 минут, периодически помешивая. Готовый конфитюр разливаю по стерильным банкам и укупориваю стерильными крышками. Это может быть интересным подарком гурману, особенно если разложить конфитюр по маленьким баночкам и дополнить подарок сыром. Выход продукта у меня 1,5 литра. Хранить в укупоренном виде можно при комнатной температуре, а в открытом в холодильнике. С насыщенными сырами и под бокальчик вкусного сухого это потрясающе. Если подборка моих яблочных заготовок пришлась вам по душе, ставьте лайк под этим роликом и в комментариях поделитесь, какой из рецептов понравился вам больше всего и какой захотелось повторить в первую очередь. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Подписывайтесь, если вы еще не со мной, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Ну и еще больше вкусных ссылок я оставлю в описании под роликом и в прикрепленном комментарии.